Мы говорили про другого Путина. Мы говорили про Олега Путина, певца. Вот. Правильно я говорю, Сергей? Точно. Правильно ли я говорю, потому что мы говорили про другого Путина? Мы говорили про Владимира. Не про Владимира, а про Олега Путина. Конечно. Вот и все. Так. Возвращаясь к прошлой серии, у нас в клубе устроили бардак. Кто-то здесь что-то искал. Had you already finished looking through these papers? I wish. Well, I guess you'll enjoy sorting all this again. Взялся и заявил. Жесть, конечно, кто-то явно что-то искал. Bingo. What is it? Nothing. Just a freshly signed contract. Отпечаток подошвы в кабинете Дана. Это уже что-то. Взломщик поставил печать на документ. Ну, наступил в смысле. What are you doing? Do you like sardines? Excuse me? Do you like sardines? Ugh. Любите ли вы сардины? Фу. Запах сардин. Воняет сардинами ткань. В офисе клуба бумажная салфетка, которая пахла сардинами. Интересно. Not that I suspected otherwise, but it's obvious they weren't looking for money. Деньги это искали не деньги. Искали какие-то документы. Looks like the burglar isn't interested in bureaucracy. Ну, ствол Did they take забрали. anything? No, although Вы забрали свой пистолет из больницы? when you went in the hospital room to get your purse, did you get the gun as well? Yes. Isn't it there? I put it back. Слова нет. I'd rather not go through that again. Поверить Соне. Обвинить Соню во лжи. Ну ладно, поверим. That's too bad. It looks like they took it. Она все же не смогла шмальнуть, поэтому... Так, интересно, кто же это все сделал? По крайней мере, я так понимаю, что это тот же парень, что оставил отпечатки от краски. Попробуем соединить наши улики. Что у нас есть? Кто-то выдает себя за врача Еля, взломщик оставил печать, подошвы Еля не совпадают с отпечатками клуба. Кому принадлежат отпечатки? Подошвы Еля не совпадают? Нет? Ну хорошо, вот так значит. И взломщик оставил печать. И что-то еще. Кто выдает себя за врача? Ноги Алири на стене. Алири хранит в ящике фотки. Дан, наверное... ты чё? У жены были проблемы интрижка. Эллен Мур пользуется портсигаром с романтической надписью. Но очевидно, что вот так. Оставил печать. Подошвы не совпадают с отпечатками? Нет. Окей, кому принадлежат отпечатки? Это очевидно, что взломщик поставил печать. О'Лири, Эллен Мур. Ну а почему здесь кто себя выдает за врача? Нет. Подожди, а как тогда? О'Лири, что ли? Кому принадлежат отпечатки ног? Взломщик оставил печать. Ноги О'Лири, что ли? Нет. Блин, а как тогда? У жены О'Лири интрижка. Эллен Мур. Блин, так тяжело всегда связывать, если честно. Ну хорошо, кому принадлежат? Вот это. Но это не подходит, очевидно. Дан? Нет. Хорошо, кому принадлежат отпечатки ног? Взломщик поставил печать. Надо с чем-то еще соединить. Эллен Мур пользуется портсигаром? Нет. Это странно. Возможно, с какой-то еще улики просто нет. Взломщик оставил печать. Ноги? Нет.
Блин, я не понимаю, что надо тогда приложить. Вот так. Печать. Давай все перебирать. Нет. Есть у кого какие-нибудь идеи? Подошва не подходит. Нет? Нет. Кому принадлежат отпечатки? Взломщик оставил печать. Эллен Мур курит? Да нет. Фотка у Лири? Я не понимаю. Блин, можно соединить две вещи. Я не знаю, какие. Тоже нет. Доминирование. Нет. Ну хорошо, у них есть интрижка. Хранит это. Она хранит портсигар. Это вообще сюда не относится. It's pretty clear that Helen Moore's cigarette case was a gift from O'Leary. Допустим. Это очень странная история. Эллен Мур говорит, это все еще любят друг друга, но она врет, очевидно. If she's still in love, why does she claim she hates him? What is she hiding? Хорошо. Осталась еще одна интрижка. Точнее, догадка. Какая интрижка? Фу. Да, наверное. Кто выдает? Кому принадлежат? Оставил печать. Че, Мэри, что ли? Нет. Да ё-моё, а! Убийца Дана тщательно все спланировал. Кому принадлежат, скорее всего. Оставил печать. Да ты издеваешься. Какой же бред, а? Кому принадлежат? Подошвы? Нет. Ну хорошо, я не знаю. Подошвы не по это. Тоже нет. Это очень странно, что ты просто не можешь соединить это. Я уже все перебрал. Так. Подошвы ели. Кто выдает тебя за врача? Ноги. Нахрена писать, что я могу это соединить, если я не могу это соединить? Это странно. Поставил печать на документ. Мэри недавно была дома у Еля. Ноги у Лири жест доминирования. Убийца Дан тщательно все спланировал. Ничего это. Я не понимаю. Взломщик поставил печать. Кому принадлежат отпечатки ног? И что-то еще. Ноги Алири давай.
Короче, здесь что-то не так. Взломщик поставил печать на документ. А где я про сардин-то хрень? Может, что еще пропустил? Странно, куда делать про сардины тему? Я типа могу соединить, но не могу соединить, что крайне... непонятно. Мэри с Колбертом. Кто выдает себя за врача? Да, наверное, дару кулаком. Ну к чему это? Подошвы ели. Убийца да, начать все спланировал. Ну хорошо. Это тоже не подходит. Нет. Ну кому принадлежат? Взломщик поставил печать. Ноги. Нет. Вот это что ли интрижка? Ну это еще бред. Хорошо, отпечатки. Печать. Интрижка. Нет. Отпечатки. Печать. И ноги тоже. Убийца спланировал. Нет. Кому принадлежат? Печать. Подошвы. Нет. Кому принадлежат? Печать. Дан ударил. Нет. Кому принадлежат? Печать. Кто выдает? Нет. Мэри была недавно в доме у Ели. Я не понимаю. Нужно спросить. Whose is that? Mary Purnell. You think she did this? Мэри Парнелл. Не соединяет с Мэри Парнелл мне ситуацию. Ну это Мэри, видимо. Я не знаю. Не совпадают. Мэри была недавно. Тоже нет. Где убийца тщательно все спланировал? Мэри была. Я запутался. Честно говоря. Это очень странно, честно говоря. Очень странно. Такое чувство, что что-то не хватает. Ну, это понятно, это понятно. Пум-пум-пум-пум. Это интересно. Это интересно. Все, конечно, но... подумать. Блин. Так чего ж не хватает-то, а?
возможно, надо где-то что-то еще смотреть. Это самое очевидное, потому что, ну, больше нечего, наверное. Потому что я даже не знаю. Мгм. Хм. Надо посмотреть, что здесь есть еще. Потому что, черт возьми, это какая-то дичь. Где шарфик? Я могу войти, нет? Их так достаточно, что... Их недостаточно. Wait here, please. Could be a knife wound. The murder was brutal. Жестоко с ней. Еще одна рана. Ну да, это нож. If I were you, I wouldn't quit. Trust me, it might be painful at first, but time heals all wounds. Why did you listen to me? Завалили Парнелл. Dear Sonia, I need to tell you several things about your father. Я об этом рассказала. Среди прочего, ты владеешь частью квартиры на Манхэттене. Пожалуйста, позвони мне. Это твоя Мэри Парнелл. I want you to call the police, Sonia, and then go straight to a friend's house. Don't even think about going home, and definitely don't come back here. I'm staying at a friend's house. I haven't even set foot in my father's place yet. Я думал на эту Мэри Парнелл. Ну да, необычная Good. love story. Do you have the keys? If the murderer didn't find what he was looking for, that might be his next stop, if he hasn't been there yet.
For once I had the keys to the place, which meant I wouldn't have to use my lockpicks or... Oh. Интересно. Ну, они, да, это не он. Хорошо. Кому принадлежат отпечатки ног? Да, наверное. Взломщик поставил печать. И что дальше-то? Я не понимаю, честно тебе скажу. Кто... Блин, у меня же есть эта хрень. Кто себя выдает? А, даже она посвечивается, походу. Ну, хорошо. Кто себя выдает? Я не очень понимаю, что здесь еще надо соединить. Потому что отпечатки, кто поставил печать, а дальше что? Это жесть какая-то. Очень странно. It doesn't look like anyone picked the lock. Очень странно. Очень странно. Может, реально написано есть дедукция, но она не соединяет ничего. Look at that. The guy sure had good taste. Искусство бокса. Предлагаю заменить искусство бокса на бессмысленность. Это искусство. I see more art in a boxer's hypnotizing footwork than in certain modern paintings. Хорошо.
ready-made meals on airplane trays in front of the TV. Who would have thought we'd end up eating like this? Dunn died 4 days ago, and that lettuce still looks okay. Тёма, я тебя почему-то перестал слышать на стриме. В смысле? Сейчас тебя стало слышно. Wasn't Dunn's nickname the Quiet Убавь Lynx? музыку, она I'd тебя, swear I видимо, saw that on a приглушает. poster at the gym. Ну а без музыки пропадает особая часть атмосферы. Понимаешь? Так, здесь у нас телефон. Не, ну сейчас я тебя стал лучше слышать. Не, я имею в виду, может, там уровень громкости можно музыки illegal gambling operation Можно, да. and the reward he had given me for finding Yale. I had managed to make my own dirty Я же тебе money говорю, не after the выключить, Eagle убавь ее pimp suddenly процентов на quit the 15. poker game. Там она и How так much damage could a полуглухая small стоит. bet В do? этом проблема. Либо вот так подносить. What harm could I Нет, do? так не надо. Only the Может invisible быть, ты увлекся и просто у тебя микрофон. Или ты тихо стал Скорее говорить, всего, что ты да, стал. я по духу начал себе, скорее всего, бубнить. Не исключаю. Вот, просто я этого. тебя в наушнике слышу в беседке, а на стриме нет. Не исключаю этого. Не исключаю. Там, возможно, музыка глуше. Я не знаю, почему там тише передается звук. Я просто пытаюсь еще изучать, что здесь вообще происходит, что не очень, на самом деле, понятно. Это все. Ну, короче, когда у тебя играет музыка, тебе надо говорить громче просто. Окей. Я не понимаю, видишь, у меня как бы есть, можно сделать заключение, но я не понимаю, какое мне делать заключение, потому что оно не делается. Ну, у тебя, видишь, там два момента про обувь собираются, Да. и там какого-то третьего не хватает. А вот какого, непонятно. Видишь, опять улик достаточно для It's дедукции. hard to Ни хрена believe that a зла. pair of boxing fists could play something like this. Знаешь, although I'm какой sure he момент? had the Ну, не lungs знаю, for it. обратил ты на это внимание или нет, Ну, но Дан был не дома. Как я так понимаю по сюжету, он жил один. Но дверь была закрыта на цепочку. ну да. Он здесь ее не кто-то был. мог закрыть извне. Ну да, здесь кто-то был. Ну, либо это был сам Дан, хотя он помнит. It looks like Dunn had already begun to move his Не things. точно Ну, переезжал. если только он не через окно ушел. Ну, тут ушел через окно, скорее всего. Но кому ходить через окно, у кого есть Dunn? фотка? Thorpe? No idea. And these two, Пашка? they look familiar. Дан, Ястреб. А не тот ли это Ястреб, которого завалили? Хотя, с другой стороны, Дан создавал впечатление честного человека. Нахрена ему валить кого-то? Хотя, кто их разберет? Этих людей. Фига тут комнат. Прям очень много, честно тебе скажу. Меня реально просто раздражает. Ты пимпочка, которая горит. Значит, можно сделать заключение, типа, какое-то. Я пытаюсь сделать заключение, но хрена с два оно не дается. Потому что вот когда вот так вот, это по идее недостаточно. Кто выдает себе, я не знаю, печатки, а здесь больше А ты ничего нет. перебором пробовал? Да, я все перебрал. Видишь? Он так и так соединяется нормально. Я подошву ставлю. Нет. Я пытаюсь хоть сначала хоть какие-то логические вещи делать, типа связанные, что ну с ногами, короче, что типа кому принадлежат отпечатки, взломщик поставил печать, ноги у Лири, жест доминирования. Нет. Дан бил по краске, подошвы еле не совпадают. Нет. Убийца все тщательно спланировал. И чё? Кто выдает себя за врача? Нет. Нет, и подошел. Ну давай попробуем. Но скорее всего про подошву это что-то другое. Потому что как только появилась тема с подошвами, то
сразу появилось, что можно сделать заключение. Но какое, когда у нас что-то не хватает? В этом проблема. Я тоже думал, что убийца тщательно спланировал, но... Хрена с два. Ну, типа подошвы еле не совпадают. Убийца тщательно спланировал, оставил печать. Опять же не то. Типа, кому принадлежат отпечатки ног, взломщик поставил печать, и по идее подошвы еле не совпадают. Но вот он видишь как? Он типа горит зелененьким, как будто у меня есть возможность сделать заключение, но у меня его нет возможности сделать. А Could this гуглить, be сам the понимаешь. origin of Sonia's interest in business management? Че еще спойлер, если нагуглишь? Ну да, смотри просто квартиру сначала. Я это и пытаюсь сделать. Дело в том, что просто может быть дальше что-то появится, типа так и должно быть, но просто обычно, когда появляется вот так вот, значит уже есть, с чем можно сделать заключение. Но если бы это, либо это относится не к этому, потому что здесь вот видишь, что печать, кому принадлежат отпечатки ног, они в любом порядке тусуются, значит, соответственно, тут должно быть что-то еще. Кто себя выдает за врача? Нет. Дан, наверное, ударил кулаком, это вообще ни к чему не отнести. Мэри была недавно у дома ели. Это такой же бред. Убийца тщательно спланировал, подошвы ели не совпадают. Кто выдает себя за врача ели? Взломщик поставил печатный документ. Опять не вяжется. Но видишь, как оно горит, я не понимаю, что не так. Да забей пока. Да просто Потому что, так... видимо, может быть, он агрится вот на то, что 2 из 3 вот у тебя совпадают. Ну, есть Ага, и поэтому, типа, можно догадку на сделать. подошвах. Не, и поэтому он горит. You still looked at her every Может morning, быть. so many years later, with a new love? Maybe we don't need to forget. Maybe pain just transforms into, I don't know, something. Главное сейчас не пропустить какие-то детали. Моя дорогая Мэри, я привел тебя на эту крышу, туда, где... Где родилась наша любовь. И зачем это было прятать за кавычками? Моя дорогая Мэри, привел тебя туда, на эту крышу, где родилась наша любовь, чтобы подарить тебе это кольцо, и... Это, видимо, там... Готова его речь. This is too private. Ну да, это тупое предложение. Шкаф. Интересно, интересно. Ща. Ладно, пойдем сначала на кухню. Мы на кухне, по-моему, что-то не досмотрели. А то здесь какой-то шкаф, и, судя по всему, это сюжетный шкаф. Договор о продаже недвижимости. Of course. Now I see how Dunn bought the apartment he was going to share with Mary. This place has to be empty in 2 weeks for the new owners. I wonder if Sonia knows about this. Дан собирался съехаться с Мэри Парнелл. Дай туда посмотреть. Ай, сардины же, ну. Да, это сардины. Sardines. It's been open for a few hours. Пустая банка из-под сардин на столе Дана. Открыта совсем недавно. Новая улика. А вот это уже что-то нормальное. Сардины. Убийца, запах сардин. Так. В офисе клуба была бумажная салфетка, которая пахла сардинами. Пустая банка, кажется, совсем недавно. It's pretty clear that the burglar came by the house before heading to the gym, which means he probably didn't find what he was looking for in here. Уже хорошо. Вонюч, который проник в клуб, не смог найти нужную вещь в доме Дана.
Так, улик достаточно для дедукции. Надеюсь, что вот это уже соединится. Кому принадлежат отпечатки ног? Потом... Господи, где отпечаток-то? Взломщик поставил печать. Опять этого нет. Куда вы дели-то? Это же улика была. Она исчезла? Это очень странно. Она исчезает. Ты прикинь? Улика исчезла. Она появляется только когда... Это странно. Потому что сардина у меня исчезла, тут же появилась. Вот опять же, вот так, жест доминирования, как будто здесь что-то не хватает. Возможно, где-то там эта улика есть, но здесь у меня ее нет. Убийца данных сейчас спонировал, Мэри недавно была. Слушай, ты можешь посмотреть? Посмотреть. Да я пытаюсь понять с этими уликами, что. Я даже не как загуглить. Вот, допустим. Это все понятно, это понятно. Боксерский клуб. Ну, это сюжет. Письменный зал, переулок. Просто очень странно, что именно не хватает там по логике вещей. О, господи. Ща. Вторая. Это мы здесь были. Больница. Ща я до этого момента долистаю. Если не сказано, как их соединять, то как бы что делать? Игра в покера, вот она. Вот сейчас будет погром. Убийца в клубе, ну. Пропажа пистолета. Ну, угу. Сумочку ткани. Если посоветовали. Ага. Там на самой. Тряпочку с запахом сардины. Это две важные улики. Хорошо. Квартира. Ну, еще это появляется, когда можно соединить, понимаешь? Но ставку я делать не буду. Угу. Хорошо. Ну, я не знаю, короче. Я не понимаю. Так, а стоп, здесь тоже какая-то, да, картиночка есть? Тём, Да. на плакат смотрел? На какой, где сказать, называется сказать данную ачивку получить, да? Да. Я сам тебя и себя слышу. Ну ладно, тут я, по-моему, все смотрел. Окей. Окей. Нет проблем. Ну, пойдем сюда. Что нам еще остается? Капец, здесь комната. Опа. А что это за окошко? Is this how he got in? Кто-то разбил стекло. Elaine. I think that was Dunn's wife's name, according to Jake. В квартире Дана висит картина с деревом, которую написала его жена. И что это за улика? Достаточно улик для дедукции. Это хер раз два. Их достаточно. Их недостаточно. Просто что мне соединить-то? Вот это Мэри недавно была у Еля. И что мне с этим делать? Подошвы Еля не совпадают с отпечатками. Ну окей. Это, видимо, он реально глючит и считает, что какой-то улики не хватает. Либо она просто еще не вылезла. Что было логично. Could Dunn really afford such luxuries? Or did he only want to impress Mary?
Работа, маскулинность начинается с работы. Карточки. В ванне есть что-нибудь? Нет? Ну ладно. Опа, что это валяется? Просто я не очень тоже понимаю, как мне что делать здесь. Но возможно, дальше что-то появится. Ну, типа, мало ли. Вот здесь чувак что-то, здесь прям что-то реально искали. Карточка. Another empty closet. Но это не шкаф. А что это за черные прямоугольники на стенах? Ну это походу гличи какие-то. Мне так кажется. На самом деле. Ну, похоже, все. Опа, что это? Лучшему папе в мире, на день отца Сони. Тёма, Да. говори громче. Я говорю громче. Просто... было бы что говорить. Потому что все совершенно решительно непонятно. Опа. Какая здесь комната большая. Перчатку. What's this doing here? Перчатка спанул в комнате Сони, да? Спанул. No matter how hard I look, I'm not getting anywhere. I need to talk with Sonia, and maybe with her uncle Tim. It brings back... I don't know. Good memories? An optimist, are we? It's like remembering the last day of summer. Scenes full of joy, picturesque landscapes, and yet the light is faint and the air is still. The calm before the storm. I know that feeling. I figured that much. I can see it in your eyes. We met in the army. We were all professional athletes. They called us the Olympic Five. Who's the guy on the right? Angus Mitchell, our combat medic, and a doctor with the New York Warriors. It was Spanow who got him assigned to our platoon. Hey, isn't that Craig Spano? The guy on the Morley's billboards? Yes, indeed. Our captain. He was the oldest, after all, and star of the New York Warriors. He was an orphan, you know. But he loved the sport so much that he said baseball was his family. He was the one who had Mitchell assigned to our platoon. Who's the guy on the left? Ah, Viktor Sukovsky, the athlete. You've probably heard of his medals. Was Dunn already boxing? Yes, he was. I had already seen him fight before I even met him. He was as humble in the ring as he was in life. He'd always let his rivals take the initiative. I remember how he barely dodged the blows. If you didn't look at his feet, it seemed like he wasn't even moving. And the footwork, pure dancing. You could almost hear the music. The song would play until his opponent was exhausted. Then came the drum roll, followed by Dunn's victory by KO. What about you? I had just signed with the Milestones. I hadn't even played my first game, but people said I had a bright future ahead of me. Ну, у вас на пути встала война. But the war got in the way of that bright future. Huh? No, I made it big when I came back. Хрень сказал. Best time of my life. Don't you remember that cop at the hospital? The one who let me in exchange for an autograph? Trust me,
Nobody calls you Iron Arm if you're just sitting on the bench. Who would have thought that I'd end up becoming Tim Iron Legs Thorpe? What happened? I fought the Nazis for 2 years, up there in the sky, over Europe. And I never set foot in a field hospital. 3 years later, I crossed the street without looking. And look at me now. What happened to all of them? Zhukovsky died the same day they injured Dunn. Dunn received an honorable discharge and came home. He quit boxing and opened his gym. Mitchell was redeployed to a field hospital. Spano and I continued in the same unit, but nothing was ever the same. You see what I meant with the last day of summer. And after the war, well, who the hell cares? I do. What happened to Spano? Well, you've seen the billboards. He made it big time. When I was forced to retire, I got him some advertising deals. That's how I founded this agency. But then, something happened to him. He became sullen. He fell out of shape, and slowly but surely lost touch with reality. He withdrew from public life and broke off our friendship. Haven't heard from him in, 3 years? And believe me, I've tried to contact him. What happened to Mitchell after the war? Mitchell? Who knows? We lost touch. I hope he's doing well. Кажется, я недавно видел Митчелла. You think Spano might have been involved in Dunn's death? Spano? No way. He and Dunn were always... Well, Spano's changed so much that it's hard to say. I think I saw Mitchell not too long ago, but I can't remember where. Seriously? Please try to remember. I'd love to hear from him again. I'll do my best. Allow me to double your wage. You have to find the murderer. Maybe Dunn stayed in touch with Mitchell or Spano. Maybe even with both. But he never told me anything. Maybe Sonia knows. I doubt it. But that's not the only question I've got for her. May I? Есть у меня ощущение, что некоторые наши улики так и повиснут мертвым грузом, потому что мы их никуда не вписали. Хотя, казалось бы, как только что-то появляется, я нажимаю. Но могли где-то в разговоре что-то упустить. Какие-то микровещи такие. Микроштуки. Брюки. Sonia? No, she's not here. Who's calling? Where is she? Ваш отец. Please don't... Have you ever wished you'd never been born? What? Время от времени. Yeah, sometimes. Then we're both in the same boat. The first time was right after moving to New York. I hated my mother. She was the reason we moved from the countryside and the smell of freshly mowed grass to this dirty city and the smell of medicine. Her medicine. The second time was after she died. I hated myself for having hated her before, for not having loved her enough. The third time was when my father shut himself off. I hated him for that, for abandoning me, for giving in to the booze. Now he's dead, so take a guess. Вы ненавидите себя за то, что ненавидите его.
You hate yourself for having hated him. Yes, but that's not the worst of it. The problem is I don't know how to live without hating him. Over the last few years, everything I've done was meant to push my father far away. To avoid being like him. To avoid making his same mistakes. Without him, I just don't know who I am. And you won't even let me hate Bobby, which might actually help me. Bobby Yale is innocent. He doesn't deserve your hate. Don't you think I know that? I need someone to blame. Without that someone, I have only myself to hate. I'll find the person who did this. I promise. Let me have my doubts. Although, you've already come so far. I'm sorry I haven't been a little more grateful. In any case, you shouldn't hate yourself. You are... No, you have such good qualities. You're kind, smart, and beautiful. Are you really trying to flatter me now? No, Seriously, I didn't mean to... Sorry. Anyway, can we just drop the subject? Did you go to my father's apartment? Yes. The thief went there before coming to the gym, which leads me to believe he didn't find what he was looking for. And what was he looking for? That's what I intend to find out, with your help. Your dad had great taste in music. You think? Let me guess. The same taste you have, right? Exactly. You don't know how happy that makes me. I saw your old room. That's embarrassing. Stop, or I'll end up hating you. It's odd that there are practically no toys or memories of your childhood in the room, except for a small music box. That box? It might just be my last happy memory. It's from before my mother got sick and we moved here. О, прикольно, любит такие зарисовки приходят. Игра. I loved reading stories about pirates. Правда, здесь на совсем немножко не похоже, хотя тут все похоже. So, my father drew a treasure map for me. I searched the whole house, one clue at a time. It led me to this enormous tree in the yard where Daddy had put up a tire swing. X marks the spot, so I dug to find my treasure. I loved the music it played, the ballerina, and the little secret compartment. Oh, the secrets I kept in there. I think it's the first time I heard you call your father Daddy. Really? I found a baseball glove with Spano's autograph in your room. Oh, I've never seen it. My father must have put it there, although I don't remember him having a signed glove. I'm also a fan of Frank Papalia. Oh yeah, the poster. I only liked him because my father thought he was too modern. But I'm glad we agree. I thought you shared my father's taste in music. I found a picture taken during the war. The Olympic Five. Did you meet any of them, besides your father and uncle? Well, Uncle Tim actually isn't my uncle. No? He and my father loved each other like brothers. Did he tell you that he saved his life? Your father saved Thorpe?
They were flying over Brittany in a 3-unit fighter plane. Zukovsky was the pilot, my father was the co-pilot, and my uncle manned the machine gun. Suddenly, enemy fire killed Zukovsky and injured my father, which is why he never boxed again. My uncle jumped out of the gun turret, ran to the cockpit, and managed to pilot the plane to safety. Oh, the times my father told me that story. And now... Он все еще дети. Что он здесь вспомнил? Did you ever meet Spano? What can you tell me about him? I think I saw him once, but I was just a little girl. I think my uncle turned him into a star. That was a long time ago. Did you ever meet Mitchell, the doctor? Mitchell? The lizard? No, never. Why? Oh, nothing. I think I've seen him somewhere. Вы замерзли? Are you cold? A little. Maybe I should go. У меня еще есть пару вопросов. Wait, I still have a couple of questions for you. Your father sold his apartment. The new owners move in 2 weeks. What? I'm sorry. I think he used the money to buy a new place with Mary Purnell. The letter you're holding explains the rest. I wish I'd had the chance to talk to her. Well, I think you've already answered all my questions. It's about time. I thought you were waiting for me to freeze out here. Anyway. Thanks for the company. Sonia, I've been in your shoes. Trust me, it gets better. Aren't you coming? I knew I was looking at a solution, but what exactly needed solving? Так. Картина с деревом, и под нее он прятал шкатулку. Maybe Dunn used the same hiding place once more. Возможно. Ну тогда интересно, что он там спрятал. Что это за товарищ хряк? I'll never understand why detectives and criminals bluster while they fight each other in the pictures. What a waste of breath, focus, and energy. Personally, I prefer to save my breath for the final roar. Все зафейлил. I'll never understand why detectives and criminals bluster while they fight each other in the pictures. What a waste of breath, focus, and energy. Серьезно, все равно как бы. Здесь конкретно не хватает саунд-звуков. Сволочь. It's not the lack of credibility in the screenplay that bothers me. Plus, it's actually pretty handy. When a crook talks to you in the middle of a fight, you know you're up against a rookie. And if he doesn't even say, "Help me, please," Шандарахнулся.
What did they say? Nothing serious. I lost another one of my 9 lives. Oh, this hurts. Got many left? I'm in the red. He hasn't woken up yet? Nope. We're gonna be here a while. Vulpine, 7 letters. Коварный. Лукавый. Cunning? C-U-N-N-I-N-G. It fits. I hope it doesn't throw anything off. Муравейник с сардинами. О, ботиночки. И что-то еще. У муравьеда штаны порваны. Yep, looks like you were right with cunning. What are you looking for? Nothing. Will he live? He'll live. So what have you found out? Randall Lee. Apparently in love with our penitentiary system, judging by the frequency of his visits. Theft, assault, extortion. You know, minor things of the sort. Any partners? Always works alone. He's never ratted out his Bungles. employers, provided they exist. Did you find anything? Is this our man? Do you have proof? Так, где у него? Раз. Еще ж не все. It looks like we know who tore his pants following Mary Purnell up to the rooftop. Хоба-хоба. His pants have a tear in them. I found a piece of that same fabric at the gym, on the stairs that lead to the rooftop where we found the second body. Makes sense, but how many pairs of ripped pants are walking around New York City? I don't call that evidence. Теперь давай скажем про сардины. Так, вонючка. The guy who broke into the gym in Dunn's place has a thing for sardines. Did you smell his breath? Right, because there's only one sardine fanatic on this side of the Hudson. I need something more. Что придирчивый, а? Кому принадлежат отпечатки ног в клубе? Муравьед носит этого. И где еще? Где муравьед? Взломщик поставил печать. Взломщик поставил печать. I saw footprints from those very same shoes next to both the gym murders. Unless you're telling me that shoe is a limited edition, I'm gonna need something else. Я бросил это дело, один из них был готов ради мне пистолет. One of the thugs that attacked me the other night had a snout just like his. I'm sorry, but you can't incriminate someone based solely on species. What else you got? What more do you need? I've given you 4 pieces of evidence. None of which are conclusive. He tried to throw me off the rooftop. Yeah, you're right, I'm sorry. He's our man. No, he's not our man. Make up your mind. He's just a puppet. Someone is pulling his strings. Could it be Yale?
Он невиновен, что-то скрывает. He's hiding something for sure, but I don't think he did it. By the way, was he discharged? His room is empty. They let him out yesterday. He's in police custody now. You can tell he's an athlete. Made quite the comeback. Anyone else would have taken 10 times as long. Anyway, he better be fine. You know they've ordered me to escort him to Madison Square Garden on the day of the fight. Первый раз слышу. That's the first I hear of it. Quick, what do you want? Good cop or bad cop? I'm the good guy. Good thing someone took out the trash. No wonder you were saved by garbage, you piece of trash. But you're gonna wish it hadn't. Go to hell, you dog. Don't pay any attention to flat feet, Mr. Lee. Yeah, you're in a tight spot, but there's always a way out. We have proof that you killed Joe Dunn and Mary Purnell. I'll call your bluff. You ain't got nothing. Are you acquainted with our usual witness program? For a modest sum, they'll say they saw your sorry snout when and where we tell them to. Cut the crap, Smirnov. You know we've got conclusive evidence. However, we can offer you a deal if you tell us who hired you. What can you offer me? Расскажу, что Рэнда помаз, и скажу. We could significantly reduce your sentence. I could testify that you helped me on the rooftop. That's a start, but it's not good enough. I want in on the witness protection program. New city, new job, new identity, and a clean police record. That's the only way I'll talk. Meanwhile, I want police protection 24/7. I'm afraid that... Whoa! Watch out! Luckily, Smirnov's wound wasn't as bad as Randall's. Unfortunately, the police found nothing on the nearby rooftops. Our best shot at finding the killer was gone, so I went back to my previous lead. Интересная заварушка. Это кто ж такой могущественный? Что и снайпера нанял. Чтобы завалить боксера. Фактически, чтобы скрыть убийцу боксера. Если так подумать, то... Может, это мэр. Или еще кто-то. Интересно. Интересно. Возможно, мне не хватает новых личностей, введенных. Либо же, опять же, нам не хватает улик. It's from before my mother got sick and we moved here. I loved reading stories about pirates, so my father drew a treasure map for me. I searched the whole house, one clue at a time. It led me to this enormous tree in the yard where Daddy had put up a tire swing. Чего? Опять его колбасит.
А вот и секретные документики подъехали. Bing bang! Hello, Smirnoff residence. You're dead! No, I got you with my lasso! Can you quiet down, kids? Dunn got killed for stirring the hornet's nest. And you confessed to crime! Kids, please. He'd been investigating athletes for months, including Helen Moore and Al Stone, among others. Dunn's notes aren't all that clear, and I'm not sure what he was after. But I'd say we're facing a widespread corruption case. Well, if you're right, that could be some dangerous evidence. Bring it here ASAP. Sure, but there's something important that I need to finish first. Ну тогда понятно. Если он полез расследовать коррупционное дело, тогда я понимаю, почему его могли вальнуть. Особенно если замешаны высшие эшелоны власти. I wanted to follow a certain lead on my own before Smirnov had the chance to see anything. According to his notebook, Dunn had seen Craig Spano at Sam's Diner just 4 days before his death. Scram, you son of a bitch! I'm sorry about what happened to Mary. You're sorry? I'm the one who's sorry. You know what it's like to run this place alone? What the hell do you care, anyway? Beat it! It might have been easier to slap the information out of him, but I decided to trust in a universal truth. Everyone is guilty of something. You don't know who I am, right? Don't know and don't care! Come on, spit it out! Комиссия по правам потребителей. I'm John H. Blackmore, from the Consumer Protection Office. Oh, yeah, right. There are some real freaks around here, so I have to be firm, you know? Have you eaten? Dinner's on the house. После того, как ответите на мои вопросы. After you answer my questions. Sure, go ahead. Your call. Always at your disposal, Inspector. Ask away. Fear turned him soft and made him talk. Sure enough, Dunn had been there a few days back with a chimpanzee who matched Spano's description. Apparently, the guy still lived with his father. Dunn said he couldn't stay there a day more. For the time being, he would move into his place. Wait a minute here. What does consumer protection have to do with that chimp? The chimp died of food poisoning. But wait! He didn't even eat! Which is even worse. Ой, шикарно. Шикарный диалог вышел. Просто шикарнейший диалог. Просто шикарнейший диалог, я не знаю. Прям золото, золото. Dunn had taken Spano to his place. I wanted to believe that when Randall Lee broke into the apartment, Spano fled to his former address. But where could that be? Как хорошо. Ой, очень хорошо. Прям проиграл. Так, что мне надо выбирать? Пока Дэн был сиротой. Пока Дэн
и биография. Во. Ой, меня прям что-то вынесло с этой шутки. I gotcha. Прям очень сильно вынесло с этой шутехи. If the living have rich and poor neighborhoods, so do the dead. In the mid-19th century, Greenwood became the resting place to the city's most distinguished citizens. Thinkers, scientists, writers, inventors, artists, businessmen, politicians, police officers, thieves, pimps, and murderers. Here lie the bodies of the soulless minds that raised New York from the ground up. Now you know where to go to become somebody in the Big Apple. Ой, хорошая шутеха. Так, у нас осталось... Кто-то приказал. Про пятерку надо соединить. Возможно, эта пятерка. Кто-то себя выдает за врача. Да. Вот эти штуки добить и спать пойти. Mitchell, who fought with Dunn during the war, tried to pass as Yale's doctor. Интересно. А зачем ему это? И осталась еще одна какая-то улика. Давай-ка ее добьем. У жены Алири убийца Дана. Ну, про Алири только если. Нет. Вот так. Рэндалл? O'Leary wouldn't have sent Randall to kill Dunn. He would have dragged him to his basement, given him his little speech, and then killed him himself. Так. На этом сегодняшняя серия приключения кота сквозь баги к сюжету и нуару, и роковым женщинам, погоням, коррупциям, стрельбе и сигаретам и черно-белому кадру подошла к концу. Спасибо за просмотр, лайк, подписка, донат. Фоллоуинг, unfollowing приветствуется, но не обязателен. Но спасибо в любом случае за внимание, если вы это посмотрели. Пока, ребята.